А вы, зрители, которые еще не знающие, кто этот ноунейм, и которые хотят увидеть обзор на эту Мое, шедевральная игра. Чтобы вы понимали гениальность разработчиков, я поясню Move. Вы видели, чтобы Steam собственноручно удалял с площадки игру из-за того, что разработчики забили болт на правила площадки? Лично я нет. И много можно было бы сказать, и даже посоветовать ее купить, но, как видите, у Габена были другие планы. И прямо на этапе монтажа ее вот так вот выпилили из Steam, из-за того, что они никак не могут договориться за процессы синхронизации учетных записей. И вопрос, который может посетить голову многих, но где же теперь ее купить? А я не знаю, где ее можно купить, она была только в Стиме. Но я думаю, рано или поздно она появится на прилавке, но не уйдет же она в Epic Game Store, ведь так? Получается, жаждущим остается лишь смотреть за тем, как другие люди играют, а говорят, летсплеи по живочам не смотрят. Из того, что я успел прочитать в отзывах, ее сравнивают с Конаном и, как я говорил в начале, Арком. И немного Маунтблейдом. Но так ли это на самом деле? Возможно, по общим ощущениям есть что-то похожее, но не в прямом смысле, а в таком, касательном. Из личной претензии могу заявить о сильных просадках по FPS. Также хочется кинуть камень и в анимацию. Она была бы актуальна в третьей готике, но игра вышла на закате 21 года. И что с этими животными не так? Шутки в сторону. Допустим, вы нашли человека с ключом и немного приватизировали его на свой аккаунт. Установили и зашли в игру. А что дальше-то? А дальше русский язык, который немного интереснее «Охладите свое траханье, CJ». Настолько ужасной русификации я не видел даже в инди-играх, которые делали люди с Индии за $15 на ломаном английском языке, которое по итогу пропускали через Google переводчик. Медное копье — это сразу два вида копий. Не тех копий, а вот этих копий. Или глиняный блок — это глиняный проем, ну и так далее. Я бы посоветовал сразу поставить английский язык, но если вы такой же человек, как и я, который любит кириллицу, ему приятно разбираться и так в непонятной и запутанной игре, то оставляйте все как есть. Ведь так даже интересней. И почему я сделал акцент на интересней, я отвечу чуть-чуть позже. Ну вот, значит, вы видите, есть два путя: официальный сервер и частный. Я бы посоветовал играть на официальных, и все потому, что персонаж, которого вы там создадите, останется с вами, и вы не потеряете прогресс. Когда на частных серверах кто-то может пролить чашечку индийского чая, и весь ваш прогресс обнулится. Неприятная ситуация. Я выбрал офф-сервера и увидел кучу непонятных серверов. Приятный русификатор и карта. Эмпирическим методом нащупали европейские сервера и выбрали сервер. Как бы это странно ни звучало. Мгновение по классике в Игол звать вас никак, и добро пожаловать в суровый мир кабанов, лисиц, волков, медведей. Это что, Skyrim? Также тут и есть неписи-бандиты, которые всех животных шотят практически с одного удара. Вас, кстати, это тоже касается. Вот и теперь можно поиграть. Ну как поиграть? Погриндить, как и во всех играх такого жанра. Стоит отдать должное, в игре есть квесты ничем не хуже New World. Вот что значит самая лучшая механика, которая перебралась и сюда. Не зря ведь New World не заминусовали, какие хорошие отзывы в Steam. Значит, делаете квесты, убиваете кроликов, поедаете с деловитым видом кузнечиков, без анимации поедания. И вот вы захотели собственный дом. И как я уже говорил ранее про путя, забыл упомянуть, что путя 2, а потом еще 2, получается 2 в корне. Но речь не об этом, а про PvP и PvE сегмент. Если вы хотите хардкора и интересной игры, то ваш выбор PvP, но хардкор будет вызван в этом случае в стиле: вы вышли из игры, ваш персонаж спокойно спит, и в этот самый момент вас убивают в вашем же доме. Как и все, что вы непосильным трудом сделали, включая коня. И где же интерес в этом случае? Он будет возникать лишь с вопросами: зачем, как и почему. В ПВЕ же вы можете спокойно отдаться своим идеям. Главное, не стройтесь возле баз НПС. И на респауне всяких волков, медведей, так как игра по каким-то причинам не учитывает заклейменную землю и продолжает спамить вражинов по расписанию, как конвейер. И вот вы получили условный 20-й левел. Фух, можно выдохнуть. Но, что есть куча веток прокачки оружия, строительства, готовки и так далее, все это закрепляется еще за дополнительными очками для увеличения опыта выбранной области при использовании этих способностей. А есть еще ваше положение в виде дерева, где вы с простолюдина можете добраться до императора, естественно за деньги, которые вам дают за убийство НПС и продажу ресурсов и выполненные задания. А тут еще есть гильдия со своей прокачкой и ветками. Слишком сложно, слишком сложно. По мне, они слишком перемудрили со всеми вот этими механиками очень сильно. Я лично забил на прокачку, потому что без гайдов с чудесным переводом на русский язык разобраться практически невозможно. Я не хотел переключаться на английский язык, вы не вправе меня осуждать, это был мой личный выбор, мне было влом это делать.
И вот вы построили свой дом, возникает вопрос о необходимости наращивать добычу ресурсов, возникает проблема. Вам уже не так сильно хочется этим заниматься, игра как бы дает вам систему наема НПС. Это называется по-другому, но говорить это слово я, конечно же, не буду. С закупкой все понятно, дал денег или какой-то предмет и человек ваш. А вот с приручением все не так однозначно. Нужно выучить перк для постройки столба приручения, сделать дубинку для оглушения. И думаете, это все, а ничего подобного. Ведь вам нужно еще почти убить НПС, который шотит всех животных, включая вас. И когда у него остается очень мало ХП, бить его нужно дубинкой прямо по голове. Но бить нужно очень нежно, чтобы он не умер. Из 3 подопытных все 3 героически погибли. И у нас не вышло. Еще есть вариант нанять рабочего, пробить его, оглушить и приручить. На PvP серверах, говорят, это точно работало. Когда вы это смотрите, уже могут и поправить. И вот значит, у вас уже есть рабочие. Неважно, каким методом вы их получили. Они работают на вас и приносят вам ресурсы. Вы чилите в огромном дворце, смотрите на пробегающую голую челядь с высокой головой, а что дальше? А это все? Не? Где контент? Ну, на PvP сервере, возможно, есть баталии, но они относительно маленькие. Скорее всего, вас будут мучить, пока вы будете не в сети. Но это не более того. А все потому, что игра в раннем доступе, и людей еще не так много. Если честно, в мой я не чувствую себя в какой-то опасности, я не пугаюсь каждого шороха, как это было в арке даже на среднем уровне заселенности. Там я боялся лишний раз бежать за мобом, и все потому, что он мог меня вывести на что-то страшное, которое захочет убить это поменьше, и тут я еще бегаю со своей палкой, копалкой, ну вы поняли. Все познается в сравнении. Если вы хотите медитативного геймплея, то эта игра создана для вас. Просто почилить однозначно стоит. Хардкора здесь минимум, и даже когда мне на Твиче писали, что я казуал, и то, что типа мое это хардкор, это не так. Кстати, подписывайтесь на мой Твич. Было бы неплохо. Кто считает, что мое это хардкор, поиграйте в арк на хардкоре, даже в ПВЕ, и посмотрим, что вы скажете после пары часов игры. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что игра плохая. Нет, это не так. Но она просто чиловая и никаким образом не хардкорная. Стоит ли играть? Наверное, да, чем нет. Если вы любитель жанра и хотите посмотреть на микс из игр, то это самое оно. Если же вы хотите просто получить новый опыт, то тут нет ничего нового. Все старое нагромождено кручей ползунков и прокачкой умений, и вот это вот все сложно, слишком сложно. В принципе, я думаю, все, что я хотел, я сказал. Поэтому подписывайтесь на канал. Увидимся, когда увидимся. Вот что значит самая лучшая механика, которая перебралась сюда. Не зря ведь New World не заменил... Блять.